Всем привет! Сегодня приготовим блюдо, которое получилось таким вкусным, что я просто обалдел после того, как его попробовал. Знаете, когда будут предлагать добавку, я уверен, что очень многие попросят двойную порцию. Итак, вначале берем одну большую луковицу и стараемся ее нарезать на маленькие кубики. Затем берем одну морковку средних размеров, натираем ее на мелкой терке полностью всю, а затем лук и морковку нужно будет обжарить любым удобным для вас способом. Обжаренную морковку с луком перекладываем в отдельную тарелку и отставляем в сторонку. Дальше нам понадобится 2 плавленых сырка, и их нужно будет натереть на крупной терке. Для того, чтобы их не замораживать, а они хорошо натирались, не прилипали к терке, терку с двух сторон вот таким вот образом нужно будет смазать подсолнечным маслом. После вот такого лайфхака сырки натираются легко и просто, и ничего нигде не прилипает. Дальше нам понадобится заранее отваренные 4 куриных яйца вкрутую. Если яйца будут крупные, нужно будет использовать всего лишь 3. Их мы будем натирать на той же терке, на которой натирали плавленый сырок. Затем к натертым яйцам добавляем натертый плавленый сыр. Это все нужно будет немного посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И сюда же сразу нужно добавить 1-1,5 столовые ложки майонеза. Сколько его добавлять, решать только вам. Затем вот это все нужно очень хорошо перемешать. После перемешивания тарелку отставляем в сторонку, и вторая половина очень вкусной начинки уже готова. Затем в чашу блендера отправляем полкилограмма уже хорошо промытой куриной печени. Одну луковицу средних размеров разрезаем на 4 части и тоже отправляем в чашу блендера. Сюда же вбиваем 2 куриных яйца. Также в чашу нужно добавить пол чайной ложки соли и черный молотый перец по своему вкусу. Затем накрываем крышку блендера и на максимальных оборотах перемалываем все до однородного состояния. Смотрите, если у вас нету блендера, все это можно будет пропустить через мясорубку, но с очень мелкой решеткой. После того, как вы все хорошо перемололи, сразу же сюда в чашу добавляем 3 столовые ложки с горкой муки и 1,5 столовые ложки обыкновенного подсолнечного масла. Ну и после этого ложкой очень хорошо все перемешиваем. После того, как вы все хорошо перемешали, берем противень, застеленный пергаментной бумагой, и полностью все, что у вас было в блендере, отправляем на противень. Размер моего противня 40 на 36. Это стандартный противень, который шел в комплекте с духовкой. После этого ложкой очень хорошо все разравниваем, чтобы получился равномерный слой, а затем противень отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Итак, через 20 минут достаем противень из духовки. В моем случае он простоял 20 минут, ну а вы за своей духовкой следите сами. Смотрите, немножко в уголке можно будет отломать кусочек, попробовать, все ли у вас хорошо приготовилось. Далее мы берем обжаренную морковку с луком, отправляем ее полностью все на печеночный кош и распределяем ее примерно на 1/3 часть. Делайте небольшой, но равномерный слой. На оставшееся пустое место отправляем полностью все натертые яйца с сырками и тоже стараемся их разровнять небольшим, но равномерным слоем. Смотрите, с самого края где-то сантиметра 3-4 мы не намазываем ничем. Это для того, чтобы рулет хорошо скрепился. Далее вот это все нам нужно будет постараться свернуть как можно плотнее рулетом. Начинаем с той стороны, где у нас была морковка с луком. Ну и после того, как вы свернете красивый рулет, заворачиваем все в этот же пергамент, в котором все готовилось, и отправляем либо в холодильник, либо на балкон до полного остывания. Остывать оно будет примерно 1,5-2 часа. Через 2 часа достаем все из пергаментной бумаги, и наше блюдо полностью готово. Смотрите, можно его просто вот таким вот образом нарезать на небольшие полоски. Смотрите, при нарезании рулет форму держит отлично. Хоть на толстые кусочки, хоть на тоненькие кусочки. Ничего нигде не разваливается, ничего нигде не разлопывается. Ну а по итогу, друзья, получилась такая вкуснятина, что мы вот этот рулет слопали за один ужин. И все в один голос сказали, чтобы завтра сделать еще. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Я же со своей стороны с 1000% уверенностью рекомендую вам приготовить такое блюдо. Уверен, что оно вам понравится точно так же, как и мне. На этом, друзья, все. Всем пока. Всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.